Здравствуйте, дорогие друзья, и сегодня мы поговорим о плохих играх на Atari. Точнее, возможно, для кого-то и не самых плохих, но уж точно не для такого сборника, как лимитированный Atari Flashback Classics на консолях Xbox One и PlayStation 4. Данный сборник включает в себя 3 диска и 150 игр, 30 из которых являются портом с оригинальных аркадных автоматов. Необходимо пояснить, почему я считаю эти игры плохими. Изначально такие жанры, как обучающие игры, текстовые игры, различные головоломки, симуляторы карты одноруких бандитов и, конечно же, пазлы можно считать плохой идеей для переноса на домашние консоли. Достаточно взять в пример самую первую домашнюю игровую приставку Magnavox Odyssey. Обладая приличным набором игр подобного жанра, Odyssey была скучна и уныла. Людям в то время действительно было настолько скучно, что они могли наложить на экран изображение рулетки и крутить рукоятку контроллера. Также я не очень люблю игры спортивного жанра, кроме гонок, конечно же. Гонки я считаю отдельным жанром, так как их разновидностей действительно очень много. Спортивных игр на этом сборнике тоже немало, и они будут рассмотрены в следующей части обзора Flashback Classics. Касаемо сборника, здесь все просто. Вышел он в 2016 году и обладает внушительным списком говенных игр. Я более-менее знаком с библиотекой игр на Atari в основном благодаря приставке Rambo из 90-х, в которую была встроена библиотека далеко не самых плохих игр, хоть это и были клоны без копирайтов. У Flashback совсем иная история. И как бы заказывать его из Америки тоже недешево. Мне все 3 диска обошлись в 8000 рублей. Лимитка, так сказать. С одной стороны, неплохие эксклюзивы в виде аркадных автоматов, с другой куча живых какулек не первой свежести в виде скучных Atari игр. Это все равно, что идти в деревенский магазин за своим любимым мороженым по тропинке, выстеленной из козьих какашек. Итак, выкопаем эти экземпляры из общей массы игр, чтобы понимать, на что мы готовы ради эксклюзивов. Первая игра, которая сразу вызывает непонимание и озлобление, это Blackjack. По-нашему говоря, игра называется «Очко». И это отчасти правда, потому что здесь нас поимеют. Это была одна из первых 9 игр на момент выхода приставки Atari 2600 в сентябре 1977 года. Честно говоря, как толком играть в эту версию, непонятно, ибо на ней наша классическая система исчисления очков не работает. Изначально нам дается сумма в 200 очков. Ставку можно сделать до 25 очков. Затем выдается карта, и нам надо решить, взять еще одну карту или оставить счет как есть. И здесь постоянно складывается впечатление, что компьютер себе подпездывает. В описании сказано, что для того, чтобы сорвать банк, необходимо набрать 1000 очков. Но сделать это практически нереально. Я с трудом преодолел планку в 400 баксов, чтобы выбить ачивку, и больше у меня никогда не получалось. Может быть, я не так много играл, но сами посудите, долго за такой игрой не посидишь. Сумма ставки при проигрыше постоянно сбрасывается, и ее приходится каждый раз вводить заново. В описании написано, что Blackjack был положительно оценен в видеомагазине и признан как неотъемлемая часть Atari VCS. Слава богу, что я играл в Рэмбо, и у меня сложилось правильное впечатление об играх на 2600, ибо там был довольно неплохой набор игр. Также эта игра была описана как хорошая игра для взрослых с несколькими вариациями для одного или двух игроков и получила оценку 10 из 10. 10 из 10? Это что, шутка? А посмотрите на это. Это инструкция. Для этого куска дерьма вместе с картриджем выпускалась инструкция, как играть в игру. Да, лучше достать настоящие карты и сыграть с друзьями в пьяницу, чем в это говно. Интересности с гулькин хуй, графика похожа на птичье дерьмо. Хоть это одна из первых игр на Atari, 77 год, понятно, что мы хотели, но все же, в наше время надо было очень сильно заскучать, чтобы выкакать такой на лимитированный сборник для современных консолей. Следующая игра. Это 3D Tic-Tac-Toe. Atari выпустила эту игру для консолей 2600 и 8-битных компьютеров Atari в 1978 году. Она была написана Кэрол Шоу, которая получила большую известность как создатель River Raid от Activision. Разница лишь в том, что River Raid отличная игра, в то время как 3D Tic-Tac-Toe то еще говнище. В игру можно играть вдвоем друг против друга или одному игроку против компьютера на любом из 8 различных уровней сложности. В описании говорится, что игра напоминает классические крестики-нолики, только в кубическом массиве клеток. Что это такое, я понятия не имею.
А еще и не понимаю того, какой долбоящер придумал играть в крестики-нолики в 16 клеток, да еще и в инвалидском 3D-варианте, изображенном несколькими полями друг под другом. Нет у вас технологий 3D, не ебите нам мозги. Запутаться здесь, как два пальца обоссать. Ход отменить нельзя, компьютер долго думает. А какого хрена здесь думать? Проще взять листок бумаги и поиграть в настоящие крестики-нолики, причем с самим собой. И то будет удовольствия больше, по крайней мере от рисования. И это не шутка. Кстати, для этой игры тоже выпускалась инструкция. Слава богу, что хотя бы в одну страницу. В то время считалось модным выпускать инструкции почти к каждой игре. Наверное, расчет делался на то, что люди подумают: о, если к игре прилагается отдельная инструкция, значит геймплей будет хорошим. Но не тут-то было. А вообще круто они придумали. Только представьте себе, на дворе 78-й год. Дома стоит новенькая Atari 2600 с цветным телевизором. Ты прибегаешь домой с новеньким картриджем, вставляешь его в приставку, включаешь и начинаешь читать бумажную инструкцию. Круто. Довольно кривой подход к геймплею от разработчиков. Однако надо иметь охуенное терпение, чтобы не броситься в этот момент за джойстик и начать неистово жать единственную кнопку и крутить стик во всех направлениях. Идем дальше. Нарды. Эта игра была выпущена в 1979 году для платформы 2600 и являлась одной из самых ранних электронных версий нард. Игра включает в себя 8 режимов. Играть в нее можно как одному, так и двоим игрокам. Кидаем кубики, управляя джойстиком. В октябре 1979 года американский журнал Creative Computing описал игру как превосходную для тех, кто изучает нарды, и как интересный вызов для начинающих и продвинутых игроков. Мне же описать эту игру сложно, так как в нарды я играть не умею. Это совсем как в той рекламе: вы научитесь играть в нарды. И что здесь хорошего? Как-то раз в жизни меня пытались уговорить поиграть в настоящие нарды. Я попробовал, мне не понравилось. Было скучно. Может, я просто не понял эту игру. А может, здесь мы просто наблюдаем очередной высер на фоне эксклюзивов, который наверняка заставит нас захотеть поиграть хотя бы в настоящие нарды. Ну да и ладно. Я еще не совсем поехал, чтобы до конца разбираться с этим очередным птичьим дерьмом. И мне было даже смысла тратить место на диске. Кстати, о месте на диске. Вы будете удивлены, но места эти игры требуют крайне мало, несмотря на адаптацию к современным консолям. Дистрибутив первого диска занимает 380 мегабайт, второго 405 и третьего 222. Итого имеем общий объем всех 150 игр 1007 мегабайт. Это меньше 1 гигабайта, и это на 3 Blu-ray дисках. Какой смысл был растягивать 1 гигабайт на 3 Blu-ray диска, мне непонятно. Разве что только ради того, чтобы получить больше прибыли с продаж. Но тогда почему сборник лимитирован и не продается в электронной библиотеке? Тем более, что 2 первых диска вышли практически одновременно, а третий диск только спустя 2 года. Это какая-то шляпа. Теперь рассмотрим слот машин. Игра была выпущена в 1979 году и носит громкое название жанра – симулятор. В описании сказано, что это электронный симулятор игрового автомата для одного или двух игроков. Игроки начинают с 25 монет и могут ставить до 5 монет за каждый ход. Игра заканчивается, когда один из игроков разоряется. Есть 2 различных игровых автомата и несколько доступных вариантов игры, которые влияют на уровень сложности. В первый раз я увидел эту игру на эмуляторе и подумал, что она не работает. Ром был безжалостно удален. Но на самом деле, как оказалось, все работает. Просто это классический однорукий бандит. Какого черта Atari запихнули в лимитированный сборник игру для алкашей? Неужели кому-то придет в голову играть в симулятор однорукого бандита на Atari 2600? Да еще и друг против друга. Может, в те годы игра и была актуальна, но зачем она на лимитированном сборнике 16 года? Колгаши негодуют, бомжи негодуют, и я негодую. Это хороший троллинг приплести к сборнику вот это. Зато сэкономили на лицензиях к хорошим играм. На этом премудрые игры на первом сборнике заканчиваются. Переходим к следующему диску. Следующая игра – Basic Math, простая математика. Другое название игры – Fun with Numbers, веселье с цифрами.
Игра была выпущена в сентябре 1977 года и также являлась одной из первых 9 игр для 2600. Это обучающая игра, в которой мы выполняем простейшие математические вычисления. С помощью джойстика вводим ответ на задачу. Верхнее число выбираем сами, нижнее генерируется случайным образом. Кстати, если ввести цифру не в то поле, это считается за ошибку. О том, что мы правильно решили пример или неправильно, говорит вот эта музычка. В конце подсчитывается количество правильно решенных примеров. В остальном игра сделана довольно удобно. А вот уровень всех этих вычислений – 1 и 2 класс. Надо было иметь хорошее чувство юмора, чтобы добавить сюда эту игру. Или наоборот. Ее и игрой-то назвать нельзя, скорее это образовательная программа. Кстати, она и была написана как образовательная. Вам нравятся образовательные программы на игровых консолях? Мне лично нет. Это все равно, что как будто бы вам нужно хоть как-то заинтересовать ребенка для того, чтобы он стал заниматься математикой. Кстати, на этот раз американский журнал «Видеомагазин» более-менее адекватно оценил игру на 5 из 10 баллов. По крайней мере, в этой игре есть хоть что-то полезное, и здесь все зависит от нас, правильно мы решим пример или нет. Но это не делает ее хорошей. Brain Games – мозговые игры. Brain Games – это набор видеоигр с памятью, выпущенных для Atari 2600 в 1978 году. В нее можно играть как одному, так и вдвоем. Используя стандартный джойстик, мы управляем 12-кнопочным контроллером клавиатуры на экране. Как видно из геймплея, не все так просто. Мало того, что нужно запоминать последовательность звуков, так еще и кнопки виртуальной клавиатуры ни хера не совпадают с картинкой. Нужно запоминать, за какую тональность отвечает та или иная кнопка. А в нашем случае, то есть в знакомительном, приходится угадывать. Это все равно, что подбирать код к замку, практически нереально. Данная игра также относится к обучающим играм. Также ее можно отнести и к пазлам. Она содержит в себе несколько вариаций с графическими и звуковыми головоломками. Программа включает в себя 19 режимов, в которых игрок должен сосредоточиться на серии шифров, символов и музыкальных нот. Каждый режим имеет несколько вариантов изменения переключателей сложности, которые добавляют различные аспекты вызова и имеет следующую прогрессию. Чего сказал, сам не понял. Touch Me, которая является видеоверсией одноименной аркадной игры 1974 года, была предшественницей игры Simon Handheld, в которой игрок должен был соответствовать последовательности тонов, а компьютер добавлял новую ноту в каждый следующий ход. Итак, 32 хода. В Find Me игрок должен обнаружить различия в фигурах, когда они мелькают на экране. В Picture Me игрок должен запомнить расположение наборов картинок, которые затем переставляет компьютер. Count Me требует, чтобы игрок соответствовал последовательности цифр, воспроизводимых компьютером. При правильном порядке цифр компьютер добавляет новую цифру к последовательности. Add Me также использует числовые цифры как часть задачи, хотя игрок должен определить сумму цифр, представленных компьютером. Наконец, Play Me, которая превращает 12-кнопочный контроллер клавиатуры в музыкальный инструмент, позволяет игрокам играть песни Happy Birthday to You, Twinkle Twinkle Little Star и Three Blind Mice. Если подключены два контроллера клавиатуры, игроки также могут играть дуэт Throw Your Boat. К временным вызовам добавляются дьявольски отвлекающие факторы, такие как громкие звуки. Позже Atari выпустила портативную версию Touch Me. Довольно колоритное описание, ну а в итоге что мы имеем? Примечательно, что мозговые игры были предложены в 1984 году в книге «Клиническое управление проблемами памяти» в качестве эффективного клинического способа тренировки памяти. Прямо с языка соскакивает, не правда ли? Планировалось, что пациенты будут воспринимать слуховые и визуальные сигналы, которые могут улучшить пространственное мышление. Все это, конечно, прекрасно, но какого, извините меня, хрена эта чудо-программа 1978 года выпуска делает на лимитированном игровом сборнике спустя 38 лет? Неужели в Atari посчитали данный пазл актуальным? Ценность его, конечно, зашкаливает, а вот уместно ли было помещать этот сундук с клопами в классический сборник, данный вопрос остается открытым. Следующая игра – Казино. Казино – это видеоигра для платформы 2600, выпущенная в 1978 году. Поддерживает до 4 игроков. Можно выбрать из 3 карточных игр – блэкджек, 5-карточный покер и покерный пасьянс. За исключением покерного пасьянса, в каждой игре компьютер играет роль дилера, и ставки осуществляются вращением стика на контроллере, а затем нажатием кнопки. Есть 2 различные игры в блэкджек – 2 игрока и 4 игрока. Также есть вариации в зависимости от настройки переключателей сложности. В покер можно играть четвером. Компьютер, как дилер, выдает карту каждому из игроков и сам себе. Я чувствую, что тут таится явный подъеб. Конечно, он всегда выдаст себе сам хорошие карты, а нам почти никогда. Здесь также задействован переключатель сложности. Если левый установлен в положении А, первая карта дилера сдается лицевой стороной вниз. В противном случае она сдается лицевой стороной вверх.
Покерный пасьянс отличается тем, что ставки не делаются и нет дилера. Скорее, цель состоит в том, чтобы расположить карты так, дабы создать лучшие 12 покерных комбинаций в 25 картах с 5 рядами, 5 столбцами и 2 диагоналями. Очки начисляются в зависимости от созданных комбинаций, причем пара дает 10 очков, а флеш-рояль 500. Самый высокий возможный балл 3340 очков. Круто! Но давайте взглянем правде в глаза. Казино – это коллекция карточных игр для нескольких игроков. Сюда входит очко, покер и пасьянс, а значит, это очередная игра для азартных колгашей. Истратили все деньги на однорукого бандита? Не беда. Добро пожаловать в виртуальное казино для алканавтов на Atari 2600, причем карта здесь почему-то находится на футбольном поле. Наверное, это было нужно для ассоциативного мышления, приплести сюда футбол, чтобы не было так скучно. В итоге имеем очередное говнишко, прилепленное сюда явно для количества. Кстати, данная игра считается классикой и якобы вошла в коллекцию Microsoft Windows. Наверное, имеется в виду обычный виндовский пасьянс, но он куда круче и являлся самой популярной игрой на работе в мире. Именно версию Atari под Windows я ни разу не видел, но зато у меня она ассоциируется с классической сдачей анализов в коробке для спичек. Вставляешь картридж с игрой, запускаешь и на тебе, сюрприз, классика. Спичечный коробок действует по такому же сценарию. Открываешь, а внутри подсохшая классика. Это как если бы вас попросили прикурить, а вы достали из штанов вместо спичек коробок с анализами. Какова будет реакция тех, кому надо закурить, когда они его откроют? Так произошло и со мной, когда я вставил диск в приставку и запустил игру. Теперь посмотрите на эту упоротую рекламу. Клянусь, я ничего не монтировал. Так был изначально сделан ролик. Да, они понимают, что это плохо. Следующая игра — Codebreaker. Подбиратель кодов. Выпущена она была для платформы 2600 в 1978 году. Особого про эту игру сказать нечего, кроме того, что она плохая. Здесь нужно подбирать коды. Единственное, что я хотел бы отметить, так это противный и нереально громкий пердеж, который раздается из колонок во время неправильного подбора кода. Это навевает ассоциации на тему анального грома. И кроме этого звука, никакого интереса и разнообразия. Идем далее. Concentration a Game. Игра на концентрацию. Игра была выпущена в 1978 году для платформы 2600. Она представляет собой видеоверсию классической игры на памяти. Геймплей заключается в том, чтобы запомнить, где находятся повторные картинки, и если они совпали, то они удаляются, а в целом необходимо полностью очистить поле. При этом нужно сделать как можно меньше ошибок. Поле может состоять из 16 или 30 картинок. За удаление картинок дают очки в зависимости от уровня сложности. Игра имеет 8 вариаций. Кстати, изначально я не мог понять, как игра вообще работает. Здесь такое запутанное управление. Нужно знать секретный шифр, чтобы начать игру. Ну сами подумайте, после выбора поля с помощью виртуальной телефонной клавиатуры необходимо затем выбрать решетку. Только после этого появится изображение в выбранном поле. Затем после этого надо выбрать второе поле, опять же с помощью виртуальной телефонной клавиатуры, в котором предполагаемо находится одинаковая картинка, и снова навести на решетку и нажать «Ввод». Управление сосет ослиные яйца. Неужели было трудно хотя бы вместо телефонных обозначений сделать обычные? Ввод и удаление, например, а не ебучие решетку и звездочку, как в кнопочных телефонах. Возможно, это единственная полезная программа из всех обучающих на данном сборнике. Но даже здесь они умудрились просрать управление. Как можно вообще просрать управление в гребаном пазле? Оказывается, можно. Как только вы разберетесь с шифром, как начать игру, вы тут же столкнетесь с трудностями пазла. Кстати, вдвоем играть здесь абсолютно нечестно. На двоих игроков дано одно общее поле. То есть, если первый игрок ошибся, то второй уже не будет повторять его ошибки, что даст ему больше шансов на победу. И наоборот. Это просто подло. Итак, подведем итог. Какого хрена эта программа должна считаться игрой? Меньше всего я думаю о тренировке памяти, когда хочу поиграть в аркадную игру. С таким же успехом я могу попросить своего соседа разложить разные вещи на столе и прикрыть их полотенцем. На мгновение он должен приподнять полотенце, а я должен запомнить все, что там находится, и перечислить по памяти. Да и зачем мне вообще нужна обучающая программа? Ведь, например, многие игроки, скорее всего, не будут заморачиваться и будут тыкать наугад. Повезет или не повезет?
Это хангман, или нашими словами палач. Я называю ее висельник. Здесь мы угадываем по буквам слова, и у нас есть всего 11 попыток на то, чтобы полностью угадать слово. Есть несколько уровней сложности, которые влияют на количество букв в словах. В игру можно также играть вдвоем, причем слово может быть создано одним из игроков, а не только компьютером. В итоге из угаданных букв нам нужно понять, что за слово скрыто на экране. Удобно сделали то, что неугаданные буквы уже в списке не отображаются, то есть в отличие от поля чудес, ступить, повторно назвав неправильную букву, уже не получится. Если не угадали слово, нас повесят и откроется соответствующая заставка. Такое своеобразное поле чудес для гангстеров получается. Сейчас бы эту идею вообще зацензурили, потому как в последнее время наблюдается продажная тенденция подгонять все игры и фильмы под 12+. Здесь мы уже наблюдаем кое-какой геймплей, но мрачный исход неудачной игры в стиле «Открой висельника», а также ее название отбивает всякую охоту угадывать слова у той аудитории, для которой игра предназначена. Stellar Trek – звездная дорожка. И это текстовая игра. Помните текстовые игры под DOS? Если честно, то я никогда не понимал текстовые игры. Сколько же должно быть у человека терпения и каким мощным ассоциативным мышлением надо обладать, чтобы представить скудное описание происходящего в игре? Особенно если это происходит как здесь, в космических масштабах. И как вообще нужно сильно заскучать, чтобы играть в подобные игры? Наверняка они предусматривали специальную инструкцию, какие дальнейшие действия можно выбрать на экране. А кстати, вот и она. Данная игра основана на событиях Стартрека. За определенные космические даты здесь необходимо уничтожить определенное количество инопланетных кораблей. Цифры, буквы, буквы, цифры и зеленый или серый экран. При сражении экран краснеет, что еще хуже. Первый раз я увидел эту игру на эмуляторе примерно лет 15 назад и подумал, что она не работает. Вот как, очередной мусорный ром. И удалил ее, даже не зная, что она текстовая и работает. Скорее всего, любой игрок пропустит ее, даже не заметив. Причем один из авторов американского журнала Space Gamer 54 за август 1982 года, Ричард Эдвардс, прокомментировал эту игру так. Если вы не готовы заплатить высокую цену за ремейк старого стандарта, пропустите этот. Клянусь, я не повторял за ним, просто наши мысли чудесным образом совпали. Но реально, ведь единственное, кого может заинтересовать эта игра, это фанатов Стартрека. Причем для этого еще необходимо заранее знать, что такая игра существует. Ведь это наиболее логично. Немного потыкав на кнопки, попереключав карту и статус корабля, я так и не смог никого уничтожить. Я вроде бы выпускал ракеты, стрелял, задавал координаты. Но кроме пердящего звука здесь больше ничего не происходит. Скучно пиздец. Это очередная игра, которая давит на терпение и мозги. Выбирайте для себя наиболее подходящий эффект – закипание мочи или расплавление мозгов. Скорее ко мне прилетит Спок с планеты Вулкана и объяснит, как играть, чем я в чем-либо разберусь здесь сам. Следующая игра – Atari Video Cube. Это видеоигра-головоломка, разработанная в 1982 году для платформы 2600. Очередной пазл. Примечательно, что изначально Atari Video Cube продавалась исключительно через клуб Atari, так как являлась нелицензированной интерпретацией Кубик Рубика. И только потом, в 1984 году, Atari переиздала игру как Rubik's Cube. Сама игра представляет собой виртуальный кубик Рубик. Бегаем человечиком по огромному кубу и собираем все грани в один цвет. Согласно очередной дебильной инструкции, человечка зовут Хьюби Мастер Кубика, который подбирает цвет и бросает его туда, куда решит игрок. Задача Хьюби состоит в том, чтобы собрать все грани одного цвета. Но это будет не так-то просто для бедного Хьюби, так как кто-то поменял все цвета вокруг. Кто бы это мог быть, интересно? Также у Хьюби есть ограничения. Если он носит красный цвет, он не может войти на красную область и так далее. В игре есть несколько различных режимов. Затемнение, весь куб черный, кроме как во время вращения, перемещение только на север и восток, а также турбо, где Хьюби быстрый как понос. Одна из задач игры состоит в том, чтобы собрать кубик за как можно меньшее количество ходов, которые отображены в нижней части экрана. Здесь еще есть какой-то геймплей, но опять же, если бы я хотел пособирать кубик Рубик, то взял бы настоящий. Альтернатива настоящего времени, проведенного игровому, в данной ситуации предпочтительнее. Даже если учесть, какие были технологии в 1982 году, а в то время уже вышли некоторые классические аркадные хиты, то все равно такой графике можно было предпочесть настоящий кубик Рубик, ведь он зачастую является необходимым атрибутом любого коллекционера настольных или видеоигр.
Последняя игра нашего обзора находится на третьем диске. Вставим его в приставку и посмотрим. Микрогаммон. Ничего нового мы не увидим. Те же нарды, только в профиль. Про нарды мы уже говорили. Только здесь мы видим версию для приставки 5200, которая была уже более продвинутой и следующей моделью после 2600. Atari 5200, чтобы не путаться в цифрах, просто прибавьте 2600 к номеру предыдущей модели, или Super System пришла в 1982 году на смену 2600. В отличие от предыдущей модели, она оказалась редкостным говном. У нее было 4 входа для джойстиков, принципиально нелепый контроллер, непонятно зачем с клавиатурой, как у телефона, 4 кнопками огня и паузой, что было тогда в новинку. Контроллеры эти постоянно ломались ввиду своей сложности устройства. Входы для этих говноконтроллеров отличались от предыдущих, соответственно, играть на джойстиках от 2600 на Atari 5200 было нельзя. Размеры же самой приставки были просто огромные, а адаптер можно было использовать в качестве гири для утренних упражнений. Игр для Atari 5200 вышло крайне мало, так как к 1983 году даже 2600 стала терять популярность на фоне домашних компьютеров Commodore и Apple. Вариант NARD для 5200 появился в 1983 году и был черно-белый, так как являлся прототипом. Возможно, ее так и не успели доделать и выпустить, когда долбанул кризис видеоигровой индустрии. А может, ее просто такое и задумывали в черно-белых тонах, специально, чтобы играть ночью. Но смотрите, чтобы ночное бдение не превратилось в ночное бздение. Мало того, что игра скучная, да еще и черно-белые тона нагоняют еще большую тоску. Возвращаясь к теме пазлов, перенесенных в видеоигры, хочу отметить, что в детстве, например, я очень любил всякого рода карманные каталки железных шариков. Например, в то время как все в начальном классе фанатели от кубик Рубика и Змейки, я любил кубик Лабиринт, который нужно пройти с помощью маленького железного шарика. Также были отличные футбол и хоккей с красивыми картинками игроков. Наклоняешь коробочку и аккуратно проводишь шарик между дырочками, чтобы забить гол. Если не получилось и шарик провалился в дырку, тогда переворачиваешь коробочку на другую сторону и пытаешься сделать то же самое, но уже от другой команды с другими препятствиями. А все эти мозгодрочки вроде Змейки я терпеть не мог. Помню, как однажды зашел я за другом в гости, чтобы пойти погулять, и увидел у него в коридоре на полке кубик Рубик. Ну, думаю, все равно ждать, пока он доделает уроки, ведь телефонов раньше не было. И сел собирать этот кубик Рубик. Кубик уже пытались неоднократно собрать, как мне сказал друг, но ничего ни у кого не вышло. Я решил попробовать. Спустя, наверное, целый урок, это 45 минут, я в сердцах отложил эту дебильную головоломку. Возможно, мне не хватило терпения. Я был очень зол, так как почти собрал несколько сторон. Схватив кубик, я аккуратно переклеил наклейки с цветами, и на этом с кубиком было покончено навсегда. Друг потом долго удивлялся, как же мне удалось его наконец собрать. Сказал я ему об этом уже спустя много лет. Сейчас, когда я вспоминаю свое прошлое и вижу эти ранние пазлы от Atari, я понимаю, что не зря провел много времени в детстве за карманными играми, так как из электронных у нас был выбор не очень большой. Серии игр электроника, «За рулем» или «Морской бой», о котором вообще приходилось только мечтать, так как стоил он огромную кучу денег. Тетриса тогда еще не было, он появился гораздо позже, уже в 90-х. На этом мы заканчиваем обзор ранних головоломок от Atari Flashback Classics. До встречи в следующем обзоре.